Приветствую, это Илья и мой канал Антимран. Поговорим в этом видео опять про так называемый смысл жизни. Вообще, нужно для начала разобраться с тем, почему вопрос о смысле жизни человек как будто бы рефлекторно применяет к самой жизни. Как будто бы сама жизнь зависит от того, определит он этот самый смысл жизни, либо же нет. Но жизнь существует независимо от того, как сам человек к ней относится. Следовательно, любой сформулированный человеком в своем представлении смысл жизни не имеет никакого отношения к самой жизни. Можно говорить про осмысленность действий и смысл жизни. Другое дело, когда человек вкладывает некий смысл в какое-либо сознательное действие, хотя как можно говорить о каком-то смысле, если любое действие вызвано определенным стимулом, не зависящим от самого человека, то есть самому человеку свойственно высокомерно оценивать свою деятельность так, будто бы он сам является строителем каких-то собственных смыслов, напрямую не связанных с принципом, заключающимся в действии как реакции на внешний стимул. Дело в том, что изначально человек не является инициатором своей собственной жизни, поэтому любые его заявления о каком-то якобы самостоятельно сформулированном смысле жизни звучит так, как будто бы он хочет самоутвердиться за счет этой своей идеи, хотя на самом деле вопрос о смысле жизни является для человека своего рода средством, при помощи которого он рефлекторно пытается разобусловить себя с внешней средой так, как будто бы он сам не является продуктом этой самой среды. Романтические идеи как смысл жизни. Человек утешает себя придумыванием различных романтических смыслов, вроде идеи Бога, которая на самом деле ничего не объясняет, а лишь дает какое-либо утешение невежественному и наивному ее адепту. Человек просто принимает эту идею на веру взамен того, что при любом случае, который он воспримет как трудность, он всегда сможет сослаться на эту идею. И эта идея является для человека своего рода средством простого объяснения всего того, что с ним происходит. Но, как известно, за любое простое объяснение, применяемое ко всей жизни, нужно расплачиваться. И в случае с идеей Бога расплатой является подчинение ее авторитарной сути. Ведь человек после принятия этой идеи на веру начинает ссылаться на то, что якобы некий Бог просто взял и все создал. То есть человек просто берет и объясняет все свои состояния тем, что его и все, что он воспринимает, создал некий Бог. Но если человек безоговорочно принимает идею Бога на веру, то какой смысл имеют тогда его собственные измышления на эту тему, если его любое побуждение является следствием деятельности Бога? Какой тогда человек видит свою роль в своей же жизни, если он является всего лишь следствием действий автора всего существующего, то есть Бога? Какой вообще смысл во взгляде самого человека на свою собственную жизнь, если он признает над собой главенство интенции Бога перед своим собственным существованием? Ведь в этом случае человек лишь получает некое утешение в виде принятой им просто на веру идеи о том, что он лишь является продуктом деятельности некоего Бога. И эта идея служит для него
своего рода утешающим смыслом. Сама идея о смысле жизни подразумевает некое ограничение, потому что на самом деле человек будто бы рефлекторно хочет ссылаться при любой непонятной для него ситуации или состоянии на этот самый смысл. Будто бы этот смысл оправдывает его состояние и ситуацию в его же собственных глазах. Допустим, идея о существовании некоего бога может утешать человека, когда он страдает от своих неких жизненных неурядиц. Кто-то пытается уйти от этих неурядиц при помощи таких веществ, как алкоголь, либо же каких-то других веществ, затуманивающих его разум. И на самом деле разница между приемом таких веществ и идеей Бога заключается лишь в том, что вещества затуманивают сознание на физиологическом уровне, а религиозная идея, либо же какая-нибудь другая авторитарная в своей природе идея, инфицирует человека напрямую через информацию. И человек становится заложником этой идеи, так как он начинает рассматривать саму жизнь сквозь призму этой идеи. Допустим, человек, когда его что-либо не устраивает в своем состоянии, может утешить себя идеей о том, что так угодно Богу, в существовании которого он верит. Но если этот человек, допустим, сходил бы на прием к эндокринологу, то могло бы оказаться, что в его организме не хватает каких-либо гормонов, да, либо же существует переизбыток этих гормонов, которые как раз и являются причиной его состояния. Либо же человеку может не хватать каких-нибудь витаминов, аминокислот и так далее. То есть человек никогда не обретет некое свое благополучие, если он будет придумывать в качестве причин происходящих с ним ситуаций некие инородные смыслы, да, которые лишь служат своего рода средством забвения, а не попыткой разобраться в себе посредством своего собственного разума. Ведь если говорить о смысле жизни в целом, то это не более чем абстракция, применяемая к жизни, но не являющаяся самой жизнью, так как жизнь – это совокупность процессов, неделимых друг от друга и посему не существующих друг без друга. Ведь если человека порождает сама среда, то уже только один этот факт свидетельствует о том, что человек неотделим от этой среды, будь это среда биологическая, либо же социальная, но именно социальная среда программирует человека, формируя у него в голове смыслы, ради которых якобы ему нужно жить. Ведь это и есть своего рода формирование у человека смыслов его жизни, только не с его точки зрения, да, а самой среды, которая... Это те смыслы, которые он с течением жизни все больше воспринимает как свои, в том случае, если он не пытается их самостоятельно переосмыслить, да, и подвергнуть через подвержение их своему собственному критическому мышлению. Для него автоматизм социальных шаблонов поведения превращается в автоматизм собственный, применяемый к собственной жизни. Например, мне родственники постоянно твердят о том, что нужно работать на наемной работе. И кто-то из них не объясняет мне, для чего это делать, но кто-то объясняет необходимость работы тем, что нужно зарабатывать деньги, да. Когда я спрашиваю, а зачем зарабатывать деньги, мне отвечают, что это нужно для возможного создания семьи и покупки вот некой более просторной квартиры. Но почему-то никто не спрашивает у меня, нужна ли мне семья самому, да? Ведь, как мне это видится,
Довольно глупо навязывать другому человеку свое собственное представление о том, как надо жить ему. Пусть даже если этот человек и близкий родственник. Например, уж если приводить пример с рождением детей в качестве образования семьи, то разумный человек не просто рождает детей, как какое-нибудь животное в подворотне, а оценивает свои возможности в плане создания для этого ребенка в будущем благоприятной среды для жизни, да, его жизни. То есть люди выполняют некие социальные шаблоны поведения вроде машинального рождения детей и навязывают их другим. Будто бы если они поступали так сами, то значит и другие должны поступать так же. Хотя люди, навязывающие такие шаблоны поведения, следовали им не потому, что самостоятельно осмыслили их, а потому что просто машинально соответствовали им под неявным влиянием давления социума, социального давления. Затем потеряли из-за этого свою свободу и по этой причине от отчаяния, возникшего вследствие этой потери, бессознательно мстят своему окружению, навязывая им такие же шаблоны поведения, чтобы и окружение тоже потеряло бы эту свободу, как они сами. Потому что им психологически более комфортно, чтобы все их окружение было бы такими же баранами, как они сами. Стремление к просветлению как смысл жизни. Я довольно часто натыкаюсь в русскоязычном сегменте интернета на видео, где авторы, видимо, начитавшись буддийской литературы, твердят о каком-то просветлении, по достижению которого человек якобы переходит на некий новый уровень своего восприятия. Но это противоречит самому буддизму, в соответствии с положениями которого человек по-настоящему живет только в моменте. Кстати, у меня есть видео про просветление, ссылка под роликом. Так вот, получается, что идея просветления противоречит самому буддийскому постулату о том, что надо жить в моменте, потому как в случае с просветлением ты пытаешься его достичь, игнорируя тот самый момент времени. Хотя, опять же, сама жизнь существует независимо от того, стремишься ты к просветлению, либо же нет. Но в случае с мастурбирующими на идею просветления, для них эта идея оказывается гораздо важнее, чем сама жизнь в виде ее момента. Так называемое просветление становится целью, так как в представлении носителя этой идеи оно кажется неким идеалом, к которому нужно стремиться, хотя это не более чем просто идея. Никаких конечных смыслов в жизни не существует. Смыслов жизни. Никаких конечных смыслов жизни не существует, потому что сама жизнь уже есть, и она возникла как определенная совокупность определенных условий. Опять же, не зависящих от некой сознательной деятельности человека. То есть никто не выбирал, от каких родителей ему родиться, где ему родиться, в каких условиях ему родиться, и, конечно же, никто не выбирал сам факт своего рождения. И нет ни одного человека, который родился бы по своей воле. И поэтому у человека не может быть никакой своей собственной сознательной воли, так как он движим побудительными стимулами, которые, опять же, не зависят от него самого, а всего лишь являются следствием того, что сам человек является производной окружающей его среды. Смысл жизни – это всего лишь идея. Человек хочет поставить во главу угла идею о смысле жизни, а не саму жизнь, потому что в биологическом смысле это позволяет облегчить нагрузку на мозг. Человек
просто обращается, допустим, к идее Бога в случае, если он сталкивается с какими-либо жизненными невзгодами, либо же когда ему непонятна природа возникновения какого-либо явления. Потребление вещей как смысл жизни. Жизнь большинства людей связана с потреблением вещей, которые приобретают для него смысл жизни как таковые. Но не просто как то, что несет в себе какую-либо полезную функцию, облегчающую жизнь. Допустим, человек оценивает некий гаджет не по признаку его удобства и функциональности, а по тому, к какому так называемому бренду эта вещь принадлежит. Да? То есть для такого человека вещь, которую он приобретает, является неким мерилом его собственного статуса. Он сам наделяет некими свойствами эту вещь. Он сам наделяет эту вещь некими свойствами, которых на самом деле не существует, и сам же становится заложником этих выдуманных свойств, потому как для него является важным то, как его воспринимают другие люди, якобы обращающие на него внимание только потому, что у него есть вещь такого-то бренда. Поэтому такой человек является рабом вещей, но не тем, для кого эти вещи являются лишь носителями практических функций. Такого человека утешает лишь сам факт того, что он способен потребить такую вещь, демонстрируя это другим людям. Спасибо за внимание, до встречи в следующих видео.